Леонид Иванович, последние дни в СМИ, особенно в украинских и в соцсетях, манипулируются фотографиями. Вооруженные люди в Луганске говорят, что произошел переворот, что Плотницкого тут арестовывали, не арестовывали. Происходят разные манипуляции мнением. Вот хотелось бы от вас услышать, что действительно происходило вот в последние дни в Луганской Народной Республике. Я понял. Спасибо за вопрос. На самом деле, главу республики Плотницкого Игоря Венедиктовича никто не арестовывал, никто не сковывал его действия, не ограничивал передвижения. Просто на территории нашей республики в последнее время проводились активные совместные мероприятия по ликвидации диверсионно-разведывательной группы противника. По результатам проведенных мероприятий задержаны участники террористических групп и их пособники. Благодаря профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось избежать выстрелов и кровопролития. Конечно же, безусловно, было противодействие со стороны украинской стороны. В основном это касается информационного сопровождения наших мероприятий. Однако столь пристальное их внимание с нашей стороны вызывает только улыбку. Отдельное спасибо хотелось бы сказать главе Донецкой Народной Республики Александру Владимировичу Захарченко и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в деле становления республик Донбасса и в интеграции в состав Российской Федерации. Еще раз говорю, отдельное спасибо сотрудникам МВД и МГБ Донецкой Народной Республики. Игорь Венедиктович Плотницкий подал заявление об отставке в результате ухудшения состояния здоровья, которое наступило в результате полученных боевых ранений и контузий в ходе боевых действий в период 2014 года. Своим решением он определил меня исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики. Сегодня прошло очередное пленарное заседание Народного Совета, на котором решение Игоря Венедиктовича Плотницкого было утверждено. Я избран народом и на сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики. Сегодня вы вступили в должность. Какие вы будете ставить задачи перед собой, как перед главой республики и перед своими подчиненными? Какие первые будут задачи? Значит, первая и основная задача – это, безусловно, Минские соглашения. Потому как не нужно забывать, что у нас идет война, линия соприкосновения недалеко от нас. Там ежедневно, к сожалению, к большому нашему сожалению, рвутся снаряды, погибают люди, проливается чья-то кровь. Основная наша задача, как руководителей республики, остановить этот процесс, не допустить дальнейшего кровопролития и решать все возникшие, очевидно, проблемные вопросы, я считаю, лучше за столом переговоров. Поэтому это первая и основная задача. Вторая задача – это экономика. Я считаю, что любое государство не может существовать без экономики. Это основа основ. Поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики. Угольная промышленность – это в первую очередь восстановление шахт, возможность предоставления рабочих мест жителям Луганска, безусловно, повышение жизненного уровня. Все те, скажем так, задачи, которые будут направлены на повышение уровня благосостояния и жизни нашего народа.
который, я считаю, это заслужил, пережив тот страшный 2014 год и тот народ, который отстоял свободу и независимость нашей республики. Ну и как, скажем, продолжение второго вопроса, это, безусловно, борьба с коррупцией, противодействие коррупции. Потому как, я считаю, неправильно, когда один человек зарабатывает сотни миллионов, в то время как наши пенсионеры получают 2000 пенсий, в этот момент не строятся дороги, отсутствуют ремонты в детских садиках, школах и так далее. Я считаю, это неправильно. Я считаю, таких людей нужно, наверное, изолировать от общества, убирать от экономики как минимум. Экономику перестраивать на государственный лад именно в данных вопросах. И, скажем так, выводить из тени все те теневые средства, от которых можно будет получать достаточно высокие, на мой взгляд, налоги в виде платежей, которые будут использованы на все перечисленные мной вещи. Ремонт дорог, садиков и так далее. Безусловно, следующие задачи – это соблюдение Конституции, конституционных прав всех жителей Луганской Народной Республики, законность и правопорядок. Не повлияет ли отставка Игоря Венедиктовича Плотницкого на соблюдение Минских договоренностей? Не будет ли это означать конец этим договоренностям? Безусловно, нет. Насколько мне известно, Игорь Венедиктович является одним из подписантов Минских соглашений. Он таковым и остается, будет заниматься Минскими соглашениями. Сегодня у меня был исполняющий обязанности министра иностранных дел Данега Владислав Николаевич, которому мною конкретно поставлена задача быть представителем на Минских соглашениях от Луганской Народной Республики. Он выразил свое согласие остаться в должности исполняющего обязанности министра и с удовольствием будет выполнять поставленные перед ним задачи на общее благо, на благо нашей Луганской Народной Республики. Леонид Иванович, на какой фазе сейчас обмен пленных и не помешает ли отставка главы бывшего на этот процесс? Безусловно, на процесс обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится. Процесс идет. Руководство МВД, Народной милиции проверило всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мною утвержден, и, естественно, мы, выполняя Минские соглашения, осуществим обмен так, как об этом говорится. В последние дни масса заявлений было, в том числе от министра внутренних дел, о том, что в республике была вскрыта целая сеть диверсантов, агентов влияния и людей, которые глубоко зарылись в органах власти. Какая ситуация в данный момент и насколько сложно будет вам бороться с данной проблемой на посту главы? Проблема, к сожалению, такая действительно существовала. Об этом, как говорится, заявляю абсолютно уверенно, как бывший руководитель Министерства государственной безопасности республики. Работа, в общем-то, продолжается. Часть лиц выявлена. Основную часть будем выявлять. Работают сотрудники, заведены соответствующие оперативно-розыскные дела. Единственное, могу заявить, что так называемой охоты на ведьм однозначно не будет. В каждом отдельном случае, выявленном случае, будет проведено тщательное расследование и будут приняты взвешенные, адекватные решения. В подтверждение могу лишь сказать, что за время существования республики в результате действий, проникших глубоко в органы власти и управления
агентов влияния, ну, можно, наверное, их так назвать, к сожалению, в республике происходил только лишь раздрай. Не было консолидации сил, не было возможности работать в нужном нам направлении, в том числе и по тем позициям, которые я обозначил, и в том числе и по тем позициям, которые направлены на выявление и пресечение деятельности именно агентов влияния, то есть подобных лиц. Поэтому данную работу мы будем продолжать. Данная работа, я знаю, что продолжается, несмотря на то, что я, как говорится, сменил место работы, руку на пульсе, я, безусловно, буду держать. Как говорится, это мое профессиональное. Я думаю, что мы в ближайшее время разберемся с этими вопросами и поставим жирную точку. И в конце концов наладим тот механизм взаимодействия между всеми правоохранительными органами, органами власти, управления, экономики, частным бизнесом, мелким, средним, которые, к сожалению, ну, скажем так, притесняли, не давали ему работать. Дадим им дышать, дадим им работать. Ну, я думаю, потихонечку у нас все должно получиться. Спасибо.